Пенка ушла. Теперь надо встать и наметить. Потому что микроблейдинг любит чистые бровки. Не сошлось. На самом деле очень сложно работать с камерой, очень. Мотор, камера, экшен. Всем здравствуйте, я Анна Дементьева, и сегодня мы на канале Hanafi Colors Pigments. Мы будем делать коррекцию микроблейдинга. Я покажу, как сделать его правильно. Анна Дементьева начинала свой путь с поиска лучшего мастера для себя. В результате поняла, что лучшим мастером хочет быть сама. Сегодня Анна – сертифицированный мастер-тренер по перманентному макияжу метод Алексон. Мастер, путешествующий и работающий за границей в Египте и Арабских Эмиратах. За 4 года она выполнила более 20 тысяч процедур микроблейдинга. Носит звание The Royal Artist of the Fibros Academy, а также спикер многих конференций и марафонов. В этом видео Анна поделится с вами лайфхаками по своей авторской методике укладки волосков в технике микроблейдинг Fireline. Мы почипали наши модельки бровки, удалили лишние волоски, чтобы придать правильную форму бровям. Сейчас мы прорисуем легонечко форму, чтобы сделать также коррекцию волосков и посмотреть правильность формы, симметрию. Намечаем наши бровки, ведем легенькую линию, так чтобы нам посмотреть симметричность наших бровей и не выйти за рамки прорисованных волосков. В принципе, этого достаточно, и мы можем начинать делать коррекцию. Проходим по нашим волоскам, но мы не углубляемся, мы просто их как бы прорабатываем. Делаем немножечко просто пошире, чтобы туда было удобно уложить пигмент. В принципе, можно и не делать коррекцию, потому что на данном этапе у нас очень хороший заживший результат, и для модели можно и оставить и так, потому что очень хорошо подходит по цвету волос, по цвету бровей, все максимально натурально. Но если хочется вам, допустим, поярче, чтобы чуть-чуть эффект был как будто накрашенных бровушек, то можно сделать коррекцию чуть-чуть потемнее цветом, либо добавить растушевки. Итак, мы наметили наши бровки, сделали схему, где мы будем прорабатывать наши волоски. Сейчас мы приступим к коррекции. Я начну с правой бровки, буду отрисовывать наши волоски. Все волоски мне видны прекрасно, поэтому процедура будет очень быстренькой. Мы начинаем отрисовочку наших волосков. Все волоски мне видно. Также, чтобы вам не мешала лимфа и сукровица, вы можете пропитывать бумажной салфеточкой. Почему бумажная, не ватным диском, не влажная салфетка? Потому что влажная салфетка – это хороший проводник, то есть у нас влага с водой. Ну и вода, она, конечно же, будет вымывать любой наш пигмент. Микроблейдинг должен быть максимально сухим. Иголочка обязательно должна быть чистая, чтобы у вас не было здесь грязи на бровях. Наши манипулы отодвигаем волоски, чтобы было видно наши прорисованные волоски. Если вы заметили, то как таковой лимфы и сукровицы у нас практически нет, потому что, конечно же, у нас прекрасная кожа. Здесь она достаточно нормальная, сухая, поэтому нет таких выделений. Но когда у нас, допустим, жирная кожа или слишком пористая, и видно, что она такая прям водянистая, там будет очень много лимфы. Это неплохо, но как бы многие мастера не берутся. Хотя это тоже можно. Работать нужно тогда обязательно просто с бумажной салфеточкой. Итак, переходим к верхним волоскам. Мы прорабатываем сперва по одному верхнему, потом сотрем пигмент и проработаем внутри. Любой пигмент я предлагаю снимать пенкой обязательно, потому что пенка она не вымывает, она лишь смывает слой пигмента. Теперь мы аккуратненько прорабатываем волоски внутри. Нажим у нас легкий. Так как вы помните вашу схему, вы помните, что вверху у вас по 3 волоска в пучке, вам очень удобно прорабатывать. Именно поэтому важна схема, важна четкость, потому что если вы сделаете лишние волоски, то уже потом при заживлении будет некая кашица. Так, теперь нанесем анестезию и перейдем ко второй бровке. Так,
Начинаем отрисовывать вторую бровку. Соответственно, мы видим рисунок на правой бровке, и нам очень удобно повторить его на левой. Многие девочки, которые приходят ко мне, приходят на консультацию перед коррекцией, и в принципе мы оставляем это так. И тогда девочки могут проходить там год-два и прийти сделать коррекцию. Это для того, чтобы ваш микроблейдинг был чистый, потому что если вы будете делать еще одну процедуру через месяц, потом через год, добавлять какое-то количество волосков. Конечно же, потом придется снова чистить, убирать лазером, потому что микроблейдинг любит чистые бровки. Я за то, чтобы микроблейдинг не делать в 2 процедуры, а делать в одну. Микроблейдинг очень подходит для девушек, которые любят нежность, натуральность. Микроблейдинг — это больше такая классическая форма бровей, классическая форма волосков, как будто вы подщипали, прибрали, сделали коррекцию бровок. Почему микроблейдинг популярен в других странах? Потому что на самом деле для них пудровые брови — это табу. Мы закрываем сплошняком всю бровку. А микроблейдинг, он вставляет промежутки на коже. Они делают эту процедуру настолько часто и идут делать то у одного, то у другого мастера, так что потом уже просто, каждый мастер, естественно, рисует свою форму, рисует свои волоски, где-то он увидел, где-то не увидел, и потом в итоге по заживлению получается действительно каша. Нужно ответственно подходить к выбору мастера. Если вы выбрали мастера одного, то старайтесь закончить все процедуры уже с одним мастером. Так как мы увидим здесь наши волоски, и в принципе мы сделали аккуратно, то я могу пройтись, добавив внутренние волосочки, потому что я их хорошо вижу. Такое количество сукровицы и лимфы, в принципе, у нас допустимо. Итак, сейчас я сотру. Первый раз я стираю этой же салфеточкой, потому что, втаптываю пигмент в наши процарапанные волоски. И затем смываю уже пенкой. Пенка, она не проникает так глубоко, и поэтому не вымывает пигмент. Сейчас мы нанесем анестезию. Даем минутку схватиться анестезией, и мы видим, где наши волоски. Можно проработать еще раз, можно, в принципе, оставить уже так, нанести маску, и на этом будет все. Перед тем, как нанести масочку из пигмента, я рекомендую все же еще раз пройтись пенкой, так скажем, убрать и раскрыть все наши волоски, которые мы процарапали, чтобы пигмент лучше затекал во все наши царапочки. И теперь наносим маску. В прошлый раз мы брали 3, но сейчас нам хочется немножко сделать поярче волоски, поярче бровки, поэтому мы возьмем 4. Итак, мы наносим по капельке на каждую бровь, и обязательно нужно втереть брашером, чтобы пигмент попал в каждый наш волосок. Этот пигмент не упадет глубоко под кожу, потому что он всего лишь поверхностно расположен. Он не уйдет глубоко внутрь кожи, но при этом заполнит каждый наш волосок. Все, теперь дадим 1 минутку высохнуть и смываем. Бровки стали немножечко потемнее, но при этом все равно они остались светленькие. Иногда, когда вы взяли слишком много пенки, я обычно просто убираю часть пенки на руку, протираю, чтобы не было слишком много влаги на ваших бровях. И если мне нужно еще, я беру с руки и дальше протираю лоб, протираю лицо нашей модели, наши бровки. Идеально чистенькие. Так, и теперь посмотрим наши проработанные волоски. Все волосочки проработаны. Заживать коррекция будет намного быстрее. Брови будут шикарные, носиться будут долго. Мы закончили коррекцию бровей. Если у вас остались вопросы, вы можете задать под видео. Подписывайтесь на канал. Все, всем пока-пока.